Доброе утро, зрители stopgame.ru! Всем, кто кушает, приятного аппетита! В эфире Инфакт. Wuthering Waves, которая собирается конкурировать с Genshin Impact за внимание любителей анимейтян, получила дату релиза. Во время стрима Kuro Games рассказала, что проект можно будет скачать бесплатно на ПК и телефоны уже 22 мая. Желающих поиграть, судя по всему, достаточно. На сайте можно пройти предварительную регистрацию и получить за это внутриигровые плюшки. Список зарегистрировавшихся насчитывает целых 16 миллионов человек. Если вы один из них, протрите пыль со своего Epic Games Launcher, ведь на компьютерах игра будет распространяться именно через него. Вероятно, позже проект заедет еще и на плойку. О наличии русского перевода пока ничего не известно. Смута обзавелась демкой. Проект под названием «Смутное время» создан на базе полной версии игры. Любой из вас прямо сейчас может бесплатно скачать его с ВК Play и впечатлиться тем, что Сайбирия Нова очень достойно воссоздала Москву 17 века. Демка предлагает прогуляться по улочкам древней Москвы в компании экскурсовода Клима Жукова, а в конце проводит тест для усвоения полученных знаний. Еще тут можно оценить боевку, правда только в тренировочном режиме, и, разумеется, проверить, насколько готов ваш ПК к Next Gen графону. Насчет проработки окружения, атмосферы и качества картинки можно прочитать много лестных комментариев. А вот обсуждение оптимизации открывает портал в ад. Игра вылетает, FPS проседает, некоторые даже запустить демо не могут. На фоне этих проблем слабенькие анимации персонажей уже не кажутся серьезным косяком. Хотя, если Клим Жуков в начале прогулки произнесет свое фирменное «всем привет», то я готов простить даже такое техническое безобразие. CD Projekt поделились интересным финансовым отчетом с кучей занятных циферок и с новостями о разработке следующих игр студии. Первая часть новой трилогии «Ведьмак» бултыхается в препродакшене. В проекте занято аж 400 человек. Уже во второй половине 24-го студия перейдет к полноценному производству. Спин-офф Witcher от The Malazes Flood также находится на этапе препродакшена. The Witcher Remake все еще не переполз в стадию концептов, увы. Следующий Киберпанк создает бостонская студия CDPR. Там 47 человек сейчас тоже прописывают концепты. Еще поляки разрабатывают некую Hadar, таинственный проект по собственному IP компании. 20 сотрудников продумывают мир игры, который в будущем планируют использовать и для других продуктов. Еще в отчете рассказали про бабки. Компания похвасталась отличной выручкой в 2023 году. Заработок был больше только в 2020. CD Projekt получила за счет Киберпанка аж 750 миллионов долларов, а финансовый резерв раздулся до 320 миллионов. Остальные подробности отчета можете прочитать, как всегда, в заметке на сайте. Ссылку оставил в описании. В продолжение темы невероятных финансовых успехов авторов «Ведьмака», Петр Нелюбович, ответственный как раз за финансы студии, пообщался с инвесторами после публикации отчета. Отвечая на вопросы о микротранзакциях, Петр сказал, что донату не место в одиночных проектах, но вот мультиплеер — это другой разговор. Мы не исключаем, что прибегнем к такому решению в будущем, если возьмемся за многопользовательские тайтлы, сказал он. Еще во время встречи вице-президент по связям с инвесторами Каролина Гнась подколола Ubisoft. Один из присутствующих спросил ее, как команда относится к 4A тайтлам и будет ли заниматься такими в будущем. Смеясь, Каролина ответила: «Наши игры будут 5А класса». Epic Games Store и Xbox Game Pass не только предоставляют варианты поиграть за недорого, но являются отличными подспорьями для инди-разработчиков. Хотя, похоже, у Тима Свини и Фила Спенсера кончаются деньги. Издание PC Gamer пообщалось с боссами Megacrit и Red Hook Games. В разговоре с журналистом они поделились грустной инфой. Сделки о релизах в EGS и пассе стали значительно менее выгодными. Если раньше некоторые проекты выходили в ноль еще до старта продаж, то сейчас эпики уже не разбрасываются настолько крупными суммами денег во все стороны. Кейси Яна из Megacrit поведал, что побеседовал как минимум с 5 маленькими командами на GDC, и в каждой из них происходит сокращение. Чтобы хоть как-то помочь коллегам по цеху, Red Hook и Megacrit вместе с другими студиями организовали шоу The Triple A Initiative. На нем покажут больше 3 десятков анонсов от неизвестных команд.
Capcom подготовила крупный патч для Dragon's Dogma 2. Разработчики сжалились над игроками и все-таки решили разблокировать второй слот для сохранения игры. Теперь даже после старта путешествия по миру Догмы никто не запретит начать еще одно прохождение. Кроме этого, игра была изменена и в других моментах. Число расходников искусства преображения в гильдиях пешек увеличено до 99 штук. Квест с получением собственного жилища подвинули ближе к завязке и исправили косяки, связанные с текстом. В версию для плойки добавили переключатель режима частоты обновления экрана. Можно врубить VRR или залочить игру на 30 кадрах в секунду. Еще появились галочки для отключения трассировки лучей и размытия в движении. Правда, на фреймрейте эти галочки никак не скажутся. Команда Capcom будет разбираться с FPS попозже. На ПК японцы подтянули качество работы DLSS и пофиксили баг отображения моделек. Обнова уже доступна на компьютерах и на PS5. Владельцам бокса второе сохранение придется подождать чуть подольше. Suicide Squad вышла, провалилась, и, кажется, на этом ее славная история должна была прерваться. Однако проект все еще не оставляет попыток восстать из мертвых. На помощь отряду самоубийц пришел апдейт с Джокером. Судя по отзывам, там все плохо. Игроки пишут, что в обнове нет новых типов заданий. Добавили всего одну нормальную катсцену, собственных локаций для обновы не подготовили, да и Джокер не выдается просто так, а, разумеется, выгринживается или покупается за реальные деньги. На получении нового персонажа контент, кстати, заканчивается. Дальше только гриндить старые типы миссий в поисках лута получше. Правда, на данный момент вышла только половина главы. Через 1,5 месяца выйдет второй эпизод, который вряд ли улучшит ситуацию. Rocksteady обещала, что подготовит еще как минимум 3 сезона после выхода Джокера, и в каждом из них будет по одному новому герою. Честно говоря, выход этих апдейтов поражает своей бессмысленностью. Warner Bros. Открыто признала провал игры, а геймеров, судя по всему, этими апдейтами в проект не вернешь. И для кого это все делается, совершенно неясно. В ростере Tekken 8 ожидается пополнение. Уже 5 апреля выйдет погулять первый DLC-боец — Эдди. Это мастер бразильских единоборств капоэйра, и впервые он появился еще в Tekken 3. С тех пор ни одну часть серии персонаж не пропускал. Bandai Namco продемонстрировала геймплей за персонажа в специальном видео. Профессионалы могут оценить тайминги и хитбоксы на своих экранах. Обладатели Season Pass'а смогут начать гонять своего Эдди даже раньше 5 числа, уже 2 с 2 часов ночи по Москве. Позже студия планирует добавить в 8 еще 3 платных бойцов. У меня на сегодня все, но на stopgame.ru, как всегда, можно найти еще кучу вкуснятины. Катерина Краснопольская рассказала о славянском сеттинге в видеоиграх, Василий Гальперов выкатил обзор Rise of the Ronin, а Степан Песков подготовил подборку интересных релизов апреля. Хорошего вам понедельника и пока!